just get by in life before we die. I only live a single time, no chances to revive. Days are slip away sometimes when pressure holds too tight. Make up my mind and override the fight. Друзья, мы наконец-то вышли с Сингапурского пролива, покинули этот прекрасный порт Сингапур, который занял у нас 2 дня, и держим курс по направлению к Вьетнаму, конкретно в порт Хайфонг. Но опять у нас произошли кое-какие изменения. Опять нам поменяли линию. Мы фактически вышли из старой, еще не успели войти в новую, потому что мы в новую линию ходим только в порту Хайфонг, Вьетнам, а нам опять поменяли линию. Сейчас все расскажу подробно. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Полный вперед, поехали. Как я вам уже говорил ранее, мы сменили линию, да, с нашей привычной, которая предполагала прохождение через 3 океана. Мы меняем линию на Азия и западное побережье США. Она называется Pearl River Express. То есть такая линия, которая соединяет порты Китая и один порт всего в США, это Лос-Анджелес. Не Лонг-Бич, а конкретно Лос-Анджелес. Но как только мы взяли курс по направлению к Вьетнаму, где должны были входить уже в новую линию, но первый порт должен был быть там, нам присылают письмо. Я получаю письмо, поздно ночью открываю, смотрю, какое-то расписание не наше, даже не новой линии. Всматриваюсь, а там написано норма phase-in, то есть вхождение, опять же, смены, опять линии, опять смена расписания, но новую, которая тоже соединяет порты Азии и западное побережье США, но уже не Лос-Анджелес, а Сиэтл, плюс добавляется еще один порт в Канаде, порт, который называется Ванкувер. Пока у нас вообще непонятки, потому что мы сейчас идем в Хайфонг, где предполагается, что мы загрузим по грузовому плану груз на Лос-Анджелес, который якобы уже отменен. На мои запросы многочисленные кто-то отвечает: да, вы идете сначала в Лос-Анджелес, другие отвечают: нет, вы меняете линию. В общем, сегодня вот понедельник, я записываю этот ролик, это вступление в понедельник, и надеюсь, что все-таки нам станет что-то понятно. Если мы все-таки сменим линию, то предполагается, что в Азии у нас азиатское наше турне, как я его называю, будет включать в себя 4 порта в Китае, 1 порт, единственный заход вот этот во Вьетнам, больше его не будет. Дальше будет еще порт Кореи, в Корее Пусан. Длительность же нашего азиатского турне займет примерно 14 суток, поэтому мне придется ролики разделить на 2 части, потому что видео выходит на канале, эпизоды выходят на канале раз в неделю. Буду держать вас в курсе, как развиваются события. Предлагаю вам усаживаться поудобнее. Приятного просмотра. Команда машинного отделения майнает масло для нашего подруля под шкиперскую для хранения. Покажу вам процесс. Что-то выбралось из контейнера. Надеюсь, контейнер принадлежит не компании Umbrella Corporation. Иначе мы все в большой беде. Посмотрите на залет. Человек доложился, что Mooring Station ready for sea passage. При этом конец не то, что он не сложен в бухту, которая вот там вот находится, вон он как, должен быть сложен. Он просто валяется на палубе. Здесь его просто скинули с турачки, с лебедки. И он просто валяется на палубе. Это залет называется. А? Сети? Сети, да, сети, ну и где это бьется.
там еще пару рыбачков. В основном это сетка. Sometimes it feels like I should know how to walk on water. Sometimes it feels like I should know how to move the mountains. But the seasons keep on going, and the rivers keep on flowing, and the wind keeps on blowing. And this beat, it stays in motion, like my lyrics keep on flowing, and this rhythm keeps on going. Yeah, ain't nobody else, ain't nobody else. I keep it to myself. We don't gotta tell, no, nobody else, nobody else about you and I, yeah, you and I. Yeah, you make me feel so free. Yeah, you make me feel like me. Yeah, you make me feel so free. Yeah, you make me feel like me. Make me feel so. Make me feel so. Нам прислали сервис-бот для лайфбот-дрила. Надо по одному человеку на таком перевозить. А тут продолжаются грузовые. Раз, два, три, четыре. 5 кранов нас обрабатывают. Очень быстро работают. Чтобы не подвергать людей опасности во время проведения тревоги по спуске шлюпки на воду и маневрированию в воде, мы используем так называемый сервис-бот. Он используется для того, чтобы безопасно транспортировать экипаж от пайла-дора нашего к шлюпке. То есть не спускать шлюпку с людьми внутри, не дай бог что-то пойдет не так, а безопасно их туда привести с помощью бота. Распространенная практика в CMS и GM. В других компаниях практически такого нет, по крайней мере мне об этом неизвестно. Обычно используют Embarkation Ladder, что не так безопасно для экипажа. Были несчастные случаи в прошлом, и поэтому компания CMS и GM решила, что лучше будут использовать сервис-бот, платить за это какие-то дополнительные деньги, которые бывают иногда немалыми. В данном случае я лично заплатил с судовой кассы за прокат, можно так сказать, фрахт этого сервис-бота 250 американских долларов. Во время нашей стоянки в порту в машинном отделении запланировали работу по замене одного из бловеров. Он предназначен для того, чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха в цилиндры двигателя. Это необходимо в том случае, когда частота вращения двигателя слишком маленькая. В момент малой частоты вращения двигателя турбокомпрессор не в силах обеспечить цилиндры достаточным количеством воздуха. В этот момент автоматически запустится бловер и компенсирует недостаток воздуха. Но можно его запустить и вручную, не в автомате. Вспомогательные воздуходувки, а именно так и переводится это слово бловер, скорее всего, может, механики меня поправят, расположены на ресивере наддувочного воздуха и используют воздух, находящийся внутри ресивера. Приток осуществляется от электродвигателя, как раз вот этот, который вы сейчас видите, зеленого цвета. Вунгтао, Вьетнам. Я тут был 3 года назад, вот этого терминала вообще не было. Только построили его. Совсем недавно видно, что свежие, краны свежие, все новое. Да, расстраивается Вьетнам, вкладывают сюда деньги.
feel like. Друзья, мы готовимся к проверке нашим регистрам. Мы работаем под регистром DNV. И нам сказали, что проверка будет вот буквально завтра. То есть мы сейчас на подходе к порту Янтьян китайскому. И в этом порту нас ждет проверка регистром. Это нормально. Регистр всегда заблаговременно предупреждает и присылает документы, которые необходимо подготовить. Документы мы готовим, но помимо этого делаем ряд тестов критически важного оборудования для того, чтобы быть уверенным, что оно работает, тем более перед проверкой. Это оборудование тестируется раз в неделю во время сейфти-раунда, но перед проверкой мы делаем такой более расширенный тест с разбором некоторых механизмов, с полным блокаутом. Сейчас будет полная намеренная обесточка судна, полный блокаут. Помимо этого, проверка всех пожарных насосов первого, второго, аварийного, с дистанционным стартом, с локальным стартом, со съемкой видео, проверка аварийного дизель-генератора, опять же, то, что я вам говорил, проверка давления в пожарных магистралях. В общем, очень много активностей, в том числе проверка спринклерной системы, которая тушит пожар, если он происходит в малярке, в пейнт-сторе. Там есть, ну, она называется как бы спринклерная, но на самом деле она не спринклерная система, это просто такой water mist, потому что спринклерная система активируется специальной капсулой, той капсулы там нет. Поэтому ее почему-то все называют спринклерная система, но по факту это water mist, такой туман, который распыляется в определенном помещении и тушит пожар. В общем, приступаем к проверкам. Смотрите. Мы все три. Открывай. Пусть будет открыт. О. Смотри, ты радугу сделал, Дим. Now will be performed blackout test. I repeat, now will be performed blackout test. Все, что должно работать, все работает. Даже часы идут. Принтер включился. Кофеварка минус, блин. Поврубай освещение. Проверим аварийно. Короче, среди всего этого блокаута я понял, в чем главная ошибка. Нужно подключить кофеварку к аварийной розетке, потому что если будет блокаут, и кофеварка не работает, все, нету навигации, нету работы.
Критически важное оборудование запустилось. Навигация в машине, АДГ, освещение, рулевки. Короче, в случае, не дай бог, случится обесточка, все будет нормально. Пока мы дрейфовали недалеко от Янтьяна, у нас по носу проходило вот такое интересное судно. Это джекап, но конкретно Wind Turbine Installation Vessel. Да, то самое судно, которое используется для того, чтобы устанавливать в открытом море те самые ветрогенераторы. У него есть 4 опоры, которые он может опустить на морское дно, тем самым зафиксироваться в одном положении и работать. Так, вот alongside. А Чиф, какая проблема доварить один бей? Вообще нет проблем. 86-й так 86-й. Решай вопрос, тебе поставлена задача, решай вопрос. Доварить надо всего 14 метров парохода. Нас начали выгружать в Китае, в Янтьяне. Но прикол в том, что у нас на выгрузку 2000 контейнеров, а на погрузку всего 400. Из них 60 на Штаты, на Сиэтл. Ну, посмотрим, может доберем в следующих китайских и корейском порту. Потому что груза будет на выход очень мало. 400 контейнеров это ну ни о чем. Тут по корме еще один кран работает у нас. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока перспективы не очень, но будем надеяться, что все будет хорошо. Одно из судов компании Maersk, именно Maersk Edmonton, покидает порт Янтьяна полностью пустым. Ни одного контейнера не вижу на палубе. В балласте, видите, ватерлиния где. Может, его, кстати, выгрузили, чтобы загнать в док, потому что возле тут в Китае очень много заводов, доков, и многие суда выгружаются здесь, и потом их загоняют в док на ремонт. Finish with the fire alarm test. I repeat, finish with the fire alarm test. Стоим мы в порту Янтяня, и пришел к нам DNV Surveyor. Ну, я ему показывал подготовку, что мы готовились к этому визиту. Annual Survey, да, техническим регистром, ну, в принципе, состояние судна, жилой настройки, машинного отделения, палубы, всего. Мы, честно говоря, думали, что справимся, ну, за 4-5 часов ему понадобится на всю инспекцию. Но он, когда пришел в 10 утра, нам сразу сказал, что если все пойдет хорошо, то он закончит в полночь. То есть с 10 утра до 24:00. 14 часов плюс-минус ему надо на инспекцию. Неожиданно, что вот такая долгая инспекция. Мы для него сделали все видео, которое я вам показывал. Это он нас попросил, чтобы мы сделали видео заранее, чтобы продемонстрировать. Но тем не менее, он еще ходит, смотрит все своими глазами. Ничего поделать с этим мы не можем. Проходим инспекцию, посмотрим, какие будут результаты. Главное, чтобы он ее сегодня закончил, чтобы не было такого, что он частично ее закроет и потом перенесет еще на следующий порт. Потому что порт-стейт-контроль в предыдущем порту во Вьетнаме у нас был. В этом порту DNV Surveyor на борту. В общем, экипаж работает на износ. И некогда заниматься, вот в машинном отделении просто некогда заниматься обслуживанием механизмов, потому что ты постоянно готовишься к инспекциям, ты постоянно ждешь инспекторов, постоянно люди, естественно, нервничают, хотят ее хорошо пройти. А, еще к нам сегодня пришел Жатун Surveyor, это представитель компании, который нам поставляет краску для покраски нашего судна. Да, он сегодня тоже к нам пришел со своим сурвеем, со своей инспекцией, для того, чтобы подготовить отчет для нашей компании
по поводу того, сколько краски понадобится на сухой док, когда судно пойдет в док буквально через полгода. Он делает свою инспекцию и подсчитывает, сколько краски плюс-минус понадобится судну. Короче, дурдом. Он, пацаны, ликвидирует замечание одно ночью. Делать нечего, надо до выхода сделать. Иначе потом радары включатся. Друзья, вышли мы из Янтяня, идем сейчас в Xiamen. И прошли мы, конечно, проверку техническим регистром, нашим классом, DNV класс, мы ее прошли, но я вам сейчас про нее расскажу коротко. Он проверял все, он проверял машинное отделение, палубу, надстройку снаружи, настройка внутри, документацию, все проверил. Пока шла проверка, он находил какие-то замечания, естественно, и мы их сразу ликвидировали. То есть он что-то нам сказал, заметил какое-то там несущественное замечание. И когда мы немножко проходили дальше, уже сзади нас ребята шли и все это ликвидировали, как в машине, так и на палубе. В общем, когда уже был заключительный митинг, он нам предъявил там вот этот вот список небольших замечаний. Мы ему сказали, что все уже ликвидировано, показали фотографии, показали видео. Заключение он сразу не выписывает, оно выписывается через несколько дней. Тем не менее, все уже было сделано до того, как он покинул борт судна. Мы ему это все показали. Говорим, пожалуйста, проверьте и не включайте это в репорт, потому что все rectified before, все, короче, сделано до того, как вы покинули борт судна. Это нормальная практика, так делается. На что он сказал? Друзья мои, говорит, так как судну 19 лет, я не могу уйти с чистым репортом, с чистым рапортом, с чистым заключением. То есть я что-то должен написать. То же самое, кстати, сказали, мы проходили во Вьетнаме Port State Control, они нам то же самое сказали. Написали нам там одно замечание, именно с такой же формулировкой, типа судну 19 лет, мы должны что-то написать, иначе нас там не поймет начальство. И я лично считаю, что это не то, что обидно, это несправедливо, потому что получается, что как бы ты за судном не следил, как бы ты ни старался, как бы не старался экипаж, насколько бы неопытные не были, в любом случае вам выпишут замечание только потому, что судну 19 лет. Судно в офигенном состоянии, для своего возраста, естественно. Он сам это сказал. Он когда сказал, что проверка займет 14 часов, он нам потом объяснил, говорит, я закончил за 9, а он за 9 часов закончил, потому что судно в хорошем состоянии, и не надо сильно там углубляться, что-то проверять. Он говорит, я все вижу, как вы за ним следите. Получается, что не надо ничего тогда делать, да, что в любом случае вам выпишут замечание. Будет оно там одно или будет их 5, его все равно выпишут. Понятно, что для экипажа, для капитана, для стормеха, стропома, второго механика лучше, когда замечаний меньше, когда оно 1, 2, 3, а не 10 их, как бывает. Но я считаю, что если все-таки судно заслуживает хорошее заключение, то его нужно выдавать, несмотря на возраст судна. Вот как делают в Америке, да, американский Coast Guard. Они приходят просто с чек-листом, с проверочным листом и работают по нему. Им по барабану, сколько судну лет, они просто проверяют то, что они должны проверить. Если все исправно,
Никаких замечаний нет. Нету там формулировки, что судну 19 лет, поэтому я должен что-то написать. Но мы не унываем, мы продолжаем наше азиатское турне, погода не очень. Двигаемся в сторону порта Сямен. И завтра уже предполагаем, что будем брать лоцмана. Смотрите дальше. Как-то пароход выглядит как селедка какая-то. Контейнеров нет, такой узкий кажется. Особенно на таймлапсе было. Ну и погода не очень. И переход у нас сейчас из порта в порт аж 20 часов. Хоть бы люди успели отдохнуть. The horizon pulls me closer, a whisper in the wind. The map is blank before me. Where do I begin? No fear of what's uncertain. The unknown feels like home. With every step I'm finding a place I've never known. Let's go where no one has ever been. A world unseen beneath our skin. Through endless skies, we'll break the chain. Uncharted lands will claim them all. Rise like tides and let it fall. Just endless sea. Come drift with me. Come drift with me. Come drift with me. Now the constellations guide us. The whisper soft and clear. Star a distant promise. A world that draws us near. To open roads inviting. We'll follow where they lead. Together we'll be writing the story that we need. У нас открывают крышки тем временем. Кормовые бэи. Правую и левую открыли, открывают центральную. С первого раза не попал. Давай еще раз. Есть контакт. Забирай на берег. There's ever been a world unseen beneath our skin. Through endless skies, we'll break the chain. Uncharted lands will claim them all. Rise like tides and let it fall. Just endless seas. Come drift with me. Come drift with me. Смотрите, ездят у них по порту вот такие вот беспилотные машины. Нет ни кабины, ни водителя, ничего. Сидит где-то оператор, управляет этим транспортным средством, если можно так сказать. Очень медленно они ездят. Ну, наверное, из-за техники безопасности. И их очень много. Вот смотрите, одна поворачивает, приближается сразу другая. Это для Китая давно характерно. Есть несколько портов с такими терминалами беспилотными. Есть еще вот такие синие краны, которые вы тоже видите сейчас на экране. Тоже без водителей, без крейн-драйверов. Все оперируется дистанционно. В Европе, в Роттердаме уже лет 20 Европорт имеет такую же схожую структуру, но там чуть-чуть она по-другому сделана. Странно, что в Китае, где такое количество людей, нужно делать такие терминалы, а не трудоустраивать простое население для того, чтобы дать им возможность заработать. Come drift with me. Come drift with me. Come drift with me. Come drift with me. По выходу с порта мы встретили вот такое вот судно.
Вам здесь плохо его видно, потому что оно практически все погружено под воду, а сверху стоят вот как раз такие краны, которые мы видели с вами буквально 2 минуты назад. Синего цвета они там были, где были беспилотники ездили. Вот судно перевозит 4 таких крана. Это тип судна, который называется Semi-Submersible Heavy Lift Vessel, то есть полупогружная такая платформа, которая может принимать к себе на борт негабаритный, очень негабаритный груз. Немножко подробнее я расскажу в следующем видео, потому что мы встретили точно такое же судно, я имею в виду этого же типа, уже на подходе к Нинбо, и там более вам будет понятно, потому что там более понятный силуэт этого судна. Но, тем не менее, интересные суда, есть люди, которые, у меня знакомые есть, которые на них работали. Ну, работа, несмотря на то, что судно редкое, оплачивается практически точно так же, как и на всех остальных. Все, друзья, будем заканчивать этот выпуск. Он получился и так довольно объемным. Я вам предоставил много информации к размышлению. Показал инспекции, показал, чем мы занимаемся на борту судна, какие заходы, выходы у нас были. И это только половина нашего азиатского турне. Как я вам сказал, как я вам обещал, будет еще вторая часть. Нас еще ждет впереди 2 китайских порта и 1 корейский. Поэтому через неделю ожидайте следующую часть, следующий выпуск из этой серии. Если не трудно, поддержите мое творчество своим лайком, комментом, какими-нибудь мыслями или вопросом, если такие вы имеются, пишите прямо под этим роликом. А с вами был Капитан Максим, вы были на канале Макс Мастер. Еще раз спасибо вам за внимание, я на связи.